Жили-были старичок и старушка в маленьком домике на краю леса. Все у них в жизни спорилось, одного только не хватало. Не было у старичка и старушки детей. Попросил как-то старик испечь пряник в форме маленького человечка. Заглянула старуха в амбар, а муки почти не осталось. Взяла на миску, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с 2. Замесила старушка тесто на сметане, и когда раскатывала на столе пряник, взяла да и сделала его в форме маленького человечка с ручками, с ножками, с головой. И поставила его в духовку. Через некоторое время старушка подошла посмотреть, пропекся ли пряник. Взяла его и положила на окошечко остудить. Остыл пряничный человечек, полежал, да вдруг встал и побежал со всех ног из дома. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Старушка позвала мужа, и оба они бросились вдогонку. Но не так-то просто поймать пряничного человечка. Вот уже добежал он до поля, где крестьяне молотили жито. Пробегая мимо, крикнул пряничный человечек им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от них он тоже легко убежит. Услышали крестьяне такое и побежали за ним вдогонку, но как быстро они не бежали, догнать его не могли. Прибежал пряничный человечек на поле, где косцы косили траву. Пробегая мимо, крикнул он им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от них он тоже легко убежит. Не выдержали косцы таких насмешек. Все бросились за пряничным человечком, бегут со всех ног, а догнать не могут. А человечку навстречу корова идет. Он и ей закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от нее он тоже легко убежит. Разозлилась корова и тоже за пряничным человечком бросилась, только догнать не может. А ему навстречу свинья. Человечек закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от нее он тоже легко убежит. Завизжала свинья и вдогонку кинулась, только догнать не может, слишком толстая она была. Бежит пряничный человечек по дороге, а навстречу ему заяц. Сказал человечек, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от него он тоже легко убежит. Услыхал заяц такое и побежал вдогонку. Не может и он догнать никак человечка, только заяц его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему волк. «Я тебя съем», — говорит. А человечек ответил ему, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от него он тоже легко убежит. Зарычал волк и кинулся на пряничного человечка, а тот увильнул и побежал, что есть мочи, только волк его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему огромный медведь. Не испугался его человечек, а закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от него он тоже легко убежит. Топнул ногой свирепо медведь и побежал за ним вдогонку, но медведь был слишком медленным, чтобы догнать быстрого пряничного человечка. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему лиса. Лиса была очень хитрая, но человечек этого не знал. Поэтому он по привычке и начал кричать, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от медведя, значит, и от нее он тоже легко убежит. Дослушала лиса до конца и сказала, что она совсем стара стала, ничего не услышала.
подошла поближе к человечку и попросила его повторить. Послушался ее глупенький пряничный человечек и начал заново хвастаться. Дослушала лиса до конца и сказала, что все равно ничего не расслышала. Подошла еще ближе к человечку и попросила его повторить снова. Согласился пряничный человечек, и только он начал заново, как лиса накинулась на него и съела. И больше пряничный человечек уже не хвастался. На небольшой ферме в густых зарослях лопуха мама-утка нашла уютное местечко, чтобы свить себе гнездо. Она стала ждать, когда вылупятся птенцы. Одним солнечным утром яичные скорлупки затрещали, и на свет появились крошечные пушистые утята. Осталось только одно яйцо, самое большое, которое никак не хотело трескаться. Утка начала волноваться, что с ним что-то не так. Она вновь села на яйцо и решила подождать еще немного. Мама-утка отдала все тепло, на которое была способна. Она подумала, что этот птенец должен быть самым прекрасным, раз она его так долго высиживает. Вскоре и из последнего яйца вылупился птенец. Но он совсем не был похож на остальных утят. Он был намного крупнее, и перья его были серыми. Мама-утка была огорчена, увидев такого гадкого сына. Но она надеялась, что когда-нибудь он станет похожим на своих братьев. Остальные утята смеялись над ним. Они считали его гадким и не хотели с ним играть. На следующее утро мама-утка отправилась со своими детьми к озеру. К ее удивлению, гадкий утенок плавал ничем не хуже других. Затем утка привела своих малышей на птичий двор, чтобы ввести их в общество. Она рассказала утятам о правилах поведения с местными обитателями. Утка представила свой выводок самому знатному жирному селезню, но тот напал на гадкого утенка, и она была вынуждена защищать своего неудавшегося птенца. Жирный селезень велел прогнать уродца со двора. Мать уверяла, что он вырастет и станет похожим на других утят. Не выдержав издевательств и унижений, гадкий утенок ушел с птичьего двора. В поисках более безопасного места он набрел на красивое озеро, на котором никого не было, и утенок решил остаться тут жить. Прошло время. Несмотря на свое одиночество, гадкий утенок был счастлив, что его никто не обижает. И вот однажды на его озеро прилетела прекрасная белая птица с длинной шеей. Гадкий утенок не знал, что это за птица, но смотрел на нее с восхищением. Он полюбил ее всем сердцем. Как утенок хотел бы быть похожим на эту прекрасную белую птицу. Пришла зима, пошел снег. Гадкий утенок впервые увидел белый снег. Он был восхищен этим зрелищем. Но из-за того, что зима была очень снежной, утенку было очень сложно найти еду. Ему приходилось ходить по окрестностям в поисках пропитания. Он замерз и устал. Так гадкий утенок добрел до домика фермера. Когда мужичок увидел худого и несчастного птенца, ему стало жалко его. Фермер решил, что оставит утенка у себя, пока тот не откормится и не подрастет. Наступила весна. Хозяин хорошо заботился о птенце, и тот сильно вырос. Утенку уже нужно было много места, и фермер решил выпустить его на озеро. Стоя на берегу озера, гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде. И он не поверил своим глазам. Он не мог узнать себя и подумал, что сзади него есть кто-то еще. И тогда утенок понял, что чудесная птица в отражении — это он сам. На радостях он бултыхался и плавал по всему озеру от края до края. И вдруг он увидел такую же прекрасную белую птицу с длинной шеей, которую он уже видел однажды. Гадкий утенок решил подплыть к ней поближе, но прекрасная птица не испугалась, а наоборот, она улыбнулась и подмигнула, и они вместе поплыли по озеру. Гадкий утенок не мог поверить своему счастью. Проходя мимо, жирный селезень на берегу озера сказал, что никогда в жизни не видел такого красивого молодого лебедя. Каково же было его удивление, когда он узнал, что прекрасным лебедем был тот самый гадкий утенок, которого он когда-то прогнал с птичьего двора.
Оказывается, гадкий утенок с самого начала был лебедем. Яйцо случайно попало в утиное гнездо. И когда прекрасный молодой лебедь вернулся домой, то всем на птичьем дворе стало очень стыдно за то, что когда-то обижали его из-за внешнего вида.